Привет, пилоты! На связи Ремейкер, вы на канале TF.ru. Нежданно, негаданно решил запилить свой личный топ-5 по оружию в Titanfall 2, а также рассказать о титанах, тактиках пилота, которые я предпочитаю в последнее время, ну и о некоторых других нюансах игры. Все ниже сказанное — это личная вкусовщина, которая формировалась на протяжении 2 лет игры в Titanfall 2. Поэтому, если вы не услышите того, чего хотели бы услышать, можете об этом написать в комментах. На 5-м месте пистолет-дробовик Issei-3 Мозамбик, который в последних обновлениях 2017 был немножечко переработан. Появился элемент автоматики, которым я, кстати, вообще не пользуюсь, а также данный пистол был перемещен в слот основного оружия, так как по сути ему вполне себе хватает дистанции, урона, скорострела, чтобы вплотную соперничать с другими пушками категории основного оружия. Сравнивать с обычными пистолетами его, никак не получается. Для ликвидации противника достаточно одного точного выстрела в верхнюю часть туловища. Ну а если быть менее метким, это в среднем 2-3 попытки, разлет дроби, кто-то там в пятки стреляет, по-разному бывает. Но в принципе спрейный тип стрельбы дробью вполне неплохо компенсируется отсутствием падения урона в зависимости от расстояния. Дробь летит достаточно далеко, скорострел здесь на уровне, 2 выстрела в секунду при таком уроне, думаю, дальнейшие комменты, они излишни. Мозамбик лично для меня намного удобнее на ближней дистанции, чем, скажем, дробовики. Я даже отношусь к нему скорее как к дробашу, а не как к пистолету. Киллы получаются эпичные, смачные. Набив руку, удается достичь добротного контроля. Пальбу веду исключительно от бедра, на эффективность это никак не влияет. По модулям все просто. Я пришел к тому, что вообще на все оружие в этой игре ставлю модули на быструю перезарядку и больше патронов. Особо не заморачиваюсь в этом плане. Здесь не стоит вопрос, правильно или неправильно, просто так сложилось. На 4-й строчке ИМ-4. 4, какое совпадение. М4 «Холодная война» из взрывного класса гренадеров. Сейчас опять налетят гребаные лингвисты. «Холодная война» лично для меня это просто-напросто фан и угар. Вполне таки себе лайтовая пушкенция. Если вы выбираете для матча данный гренадер, то конечно же нужно усвоить одно единственное правило. Пальба ведется не по противнику, а по плоскости, которая расположена под ним, возле него, над ним, в общем где-то рядом. 4 выпущенные гранаты детонируют при встрече с объектом моментально. 1 выстрел, 1 труп. Бывает и так, что противник попадает под детонацию не всех гренок, здесь, как и везде, нужно набивать руку. Но со временем начинаешь понимать, в какой момент выстрелить, чтобы раз или через раз сделать страйк. Играть холодной войной, конечно же, фаново, пока вы не встретитесь с достойным противником, у которого шило в одном месте, он бегает по карте как ужаленный, не давая закидать себя гранатами. Никто не обещал, что будет легко. Поэтому лично мне приходится часто хитрить, стараться выбирать позиции для бега как можно повыше. Вообще стараюсь находиться зачастую над головами и тупо закидывать вражину гранатами, который по сути зачастую только на повторе понимает, откуда пришелся удар. На 3-м месте пристроился один из самых ненавистных стволов Titanfall 2, а именно пулемет L-Star. Нелюбовь потенциальных жертв к нему вполне понятна. L-Star способен вести непрерывный огонь в течение 4 секунд, после чего происходит перегрев, требующий достаточно долгой перезарядки, от 4 до 6 секунд. Здесь время разнится в зависимости от того, брали ли вы перк на быструю перезарядку. Но главная прелесть пушки в диком скоростреле. За 4 секунды пулемет способен выпустить чуть более 50 энергопуль, а для ликвидации врага достаточно максимум 4 попаданий. Но, думаю, дальнейшие комментарии излишни. Достойный скорострел и бесконечные патроны. Момент перегрева контролируется со временем достаточно успешно. Именно вами. Руку здесь набить очень легко. Я, если честно, и позабыл, как выглядит перезарядка у L-Star. Добротный скорострел удачно гармонирует с удобством использования. То есть разброс минимальный и вполне таки себе легко фиксируется, контролируется. Точное прицеливание здесь практически не задействуется.
Вы берете L-Star, ставите на всякий пожарный быструю перезарядку, больше патронов, чтобы вести непрерывный огонь, 4 секунды вместо 3, и даете этой пушке немного времени. Обещаю, вы реально будете кайфовать от игры с L-Star'ом. То есть на деле выходит, что мы пользуемся какой-то дикой версией пистолета-пулемета. И кстати, сами пулеметы здесь к тому же немного аркадные. На скорость перемещения персонажа они абсолютно никак не влияют. Поэтому ощутимых минусов в использовании L-Star'а я практически никаких не вижу. Ну, иногда кажется, что, несмотря на хорошую скорострельность, скорость полета пули на дальняк как-то рисковата. Поэтому дальние дистанции хороши, когда противник не смотрит на вас, потому что в обратном случае он вполне себе способен быстренько так уйти из-под вашего огня. Ну, не могут быть у пушки одни только плюсы. Но L-Star, по моему сугубо личному мнению, один из самых топовых стволов в игре. Второе место — штурмовая винтовка ВИС-47 Flatline. Всегда немного напоминала мне автомат Калашников. Такая же ублюдская отдача, но только строго горизонтальный и достаточно широкий разброс. Так было до осенних обновлений 2017-го, пока горизонтальную отдачу не поправили, что привело к занятию топовых позиций Flatline'ом в своем классе, сделав его самым удобным оружием для новичков. К сожалению, пушка открывается далеко не первой среди штурмовок, но поверьте, прокачка она того стоит, потому что в плане баланса точности, скорострельности и урона среди штурмовок Flatline'у нет равных. Для устранения вражины максимальные 4 выстрела в корпус, 2 попадания в верхнюю часть, скорострел похуже, чем у R201 на 20%, но скорострельности на 600 выстрелов в минуту вполне хватает. Ее хватает с лихвой при забористом уроне. Контролить отдачу удобно, вести огонь без точного прицеливания от средних до ближних также вполне себе сносно. Штурмовка Flatline — это некий аналог L-Star'а, только в своем классе, который частично выполняет функции ППшечки, но без потери преимуществ своей категории, а именно урона и эффективности дистанции. На очень дальних теряет до 30% урона, но это норма для большинства стволов. Flatline на сегодняшний день это наиболее сбалансированная штурмовая винтовка, готовая угодить потребностям очень многих игроков. Хотите, будет выносить на дальних путях в режиме точного прицеливания. Хотите, будет рашить с задействованием стрельбы от бедра без потери в качестве. Топовый, отзывчивый ствол, который можно и нужно добавлять в свой оружейный шкафчик. Ну и на первом месте моего топа пистолет-пулемет R97, который достаточно долгое время добирался до самых верхов моих предпочтений. Вспоминаю, в самом первом обзоре на моей ППшке ровно 2 года назад этот ствол в моем топе занимал последнее место. Я ссылался на непонятный разброс, который мешал мне играть в Call of Duty. Да-да, в первое время мы все старались играть по старым правилам, теряя преимущество несколько иного шутера, в котором механика стрельбы и механика самого оружия непосредственно завязана на механиках быстрого вертикального игрового процесса. R97, как и любая другая ППшка, раскрывается исключительно в стрельбе от бедра. В данном случае разброс будет значительно выше, чем у эталонной про-ППшки SAR. Разброс по большей части он страшит визуально, но на деле мы получаем легко нащупывающую модельку противника инструмент, особо не требующий от нас скилла в плане стрельбы. Вот как-то там дико контролить стрельбу, высчитывать дистанции, наилучшие моменты совершенно не нужно. Единственное, что от вас потребуется, это готовность вылавливать в прицел противников в любой сложности в плане скорости, ловкости, паркура. Зачастую в этой игре это единственная проблема не только этого ствола, между прочим. В остальном разброс R97 не помеха даже расстояния. Дистанция от ближней до средней, а порой и чуть дальше средней. Эта ППшка с легкостью покоряет. Вот трудно сказать, что хуже, что лучше, R97, Volt или SAR.
Параметры скорострела и урона у них хорошо сбалансированы. Отличие лишь в траектории разброса. У SAR он самый минимальный, скорострельность самая средняя. Наверное, SAR поэтому является выбором большинства опытных игроков. Но R97 это дикий скорострел, почти 1000 выстрелов в минуту, хаотичный круговой разброс, который на деле даже при таком темпе лучше прощупывает модельку врага, как бы он ни двигался, как бы он ни извивался. По оружию у нас все. Топ получился немного разношерстным, но пушки, которые я выбрал, вполне себе легки в освоении, и каждая из них обладает какой-то своей изюминкой. Вот что бы мне сказать такого по титанам? Конечно же, играю я всеми титанами, нет у меня каких-то там ненавистных мехов, каких-то любимчиков, но на практике то ли мне лень думать, то ли по привычке я использую большую часть времени двух титанов, которые, кстати, являются абсолютной противоположностью друг друга. Это Ион и Легион. В моей игре вы не найдете излишне много тактичности, так как это стандартные режимы, охота за наживой, истребление, но иногда опорные пункты, где происходит полная неразбериха, справа титаны, слева боты, за спиной какой-нибудь жнец, над головой прыгают вражеские пилоты с гранатами-громобоями и гренадерами. Просто дикая неразбериха творится на карте, которая требует соответствующих действий. Поэтому сразу обозначу любимчика. Это Легион. Обязательно беру перки на перегрузку ядра, чтобы побыстрее прийти к ульте, и собственно ставлю группу датчиков, дабы легально разрешенный чит, большой смарт-пистолет, смарт-пулемет Легиона выносил все живое в течение целых 18 секунд. И если во вражеской команде нет ни одного Иона или хитрожопого Нордстара, то Легион будет чувствовать себя королем матча. Если же в катке есть вышеперечисленные ребята, то тогда я уж беру Нордстара или Иона. Чаще всего все-таки выбор падает на Иона. Ну, потому что у него есть щит, вихревой щит, который всегда рад найти какого-нибудь Легиона, Тона или Монарха и начинает активно с ним работать. К сожалению, щит крайне ограничен по времени против урона, лазерные растяжки иногда полезны, иногда нет, плечевой лазер требует АИМа. Вот этот лазерный титан держится у меня, на самый пожарный случай, который наступает достаточно часто. Ну и конечно же, хочется поиграть за пилота. Бывают такие ситуации, когда выбираю Иона как напарника, то есть играю чисто за пилота. Ставлю ему улучшенные мозги, и он живет своей жизнью. Именно Ион с чипом способен вполне неплохо ликвидировать вражин и частенько использует вихревой щит, между прочим. Ну а так, конечно, в хаосных режимах, в которых только играют, Легион forever. По тактикам пилота сейчас я меньше заморачиваюсь, чем раньше, беру в основном крюк-кошку, целью немного дополнить перемещение, скорректировать движение, но не более. Для разнообразия могу поставить тактику голопилота, дабы подзапутать титанов, часто помогает при катапультировании, да-да. Ионы и тоны больше всех любят делать фееричное добивание птичек, даже инвиз часто не спасает, а вот голограммы вполне себе неплохо запутывают оппонентов. Да и вообще, забавляюще с того, как враг ошибается, стреляя по голограмме. Остальные тактики мне как-то на сегодняшний день, они не сильно интересны. Из гранат предпочитаю грави-звезду, когда-то поставил ее, да так по привычке и использую. Особенно нравится подойти к кемперу-снайперу со спины, кинуть гравийку и незамедлительно расстрелять в спину. Из игровых режимов больше лайкаю опорные пункты. Режим без ботов, народ стремится к опорным точкам, как следствие больше места. Сейчас не играю в этот игровой формат по понятным причинам, все труднее и труднее дается поиск матчей. Охота за наживой на втором месте, там надо побольше думать, то есть стараться собрать поболее деньжат, потом еще и донести их до банка в целости и сохранности, и при этом вести по сути то же самое истребление, только с дополнительными подзадачами. Ну ладненько, излил я вам душу, как говорится, рассказал о своих любимых пушкенцах в Titanfall 2, немного поведал о других игровых моментах. На деле, спустя 2 года мне вообще пофигу, чем играть. Главное, чтобы был онлайн. Онлайна в игре все меньше и меньше, но пока играть вполне себе возможно. По моим подсчетам, кстати, народу во вторых Титанов играет в 2 раза больше, чем в первом Titanfall за аналогичный период времени после релиза. В продаже хуже, в онлайне лучше.
Это был Ремейкер. Отключаюсь.